Всех приветствую на своем канале. Сегодня будем вязать мини-сумочку. Для работы нам понадобится полиэфирный шнур 3 мм, 100 метров у меня здесь. Клапан. Это у меня кожаный клапан размером 13 на 15 сантиметров. Плюс вот такие вот перемычки к полукольцам и пришивная кнопочка. И цепочка. Итак, приступаем к работе. Вязать мы будем нашу сумочку узором верблюд. Итак, для работы нам еще понадобится маркер. Так, отмерили от начала шнурочка 70 сантиметров. Я потом объясню, зачем мы это делаем. И набираем цепочку из воздушных петель. В данном случае на сумочку я набираю 16 воздушных петель плюс 2 дополнительные петельки. Итак, набираем 16. Набрали 16 петелек плюс 2 петельки. Одна петля подъема, вторая петля — это петля уже следующего ряда. Итак, вот эти 2 петельки отступаем и с изнаночной стороны как бы раз, два, за третью перемычку вяжем столбиками без накида. 15 столбиков без накида. 2. Провязывайте. Провязали 15 столбиков. Дальше увидимся. Связали 15 столбиков без накида. Смотрите, остается последняя у нас петелька. Сюда мы провязываем 3 столбика без накида. Вот наша петелька. Так, с этой стороны провяжем 2 столбика. Хвостик сюда прикладываем, переходим сюда, сюда 3 столбик. Вот, в одну петельку 3 столбика. Теперь вяжем по этой стороне. Так, здесь вяжем вот так, вот за косичку. Причем хвостик тоже, нет, хвостик мы не прикладываем. Хвостик мы оставляем. Все, хвостик мы длинно оставили, чтобы косичку потом делать. Так, просто вяжем. 1, 2, 3. Продолжаем с вами вязать. Увидимся вот в конце этого ряда. Последнюю петельку не провязываем. Так, с этой стороны провязали тоже 15 столбиков без накида. Подошли к нашему вот повороту. Здесь мы оставляли одну петельку подъема и одну петельку следующего ряда. То есть так как здесь мы провязывали 3 петли, здесь остается провязать нам только 2 петельки, потому что одна у нас уже есть. Провязываем 2 петельки. Так. Вот мы провязали наш первый ряд. Теперь будем начинать вязать узор верблюд. Смотрите. Вот эти были наши 2 петельки. Вот одна петля, она скрылась под этими 2 столбиками, а вот вторая петля. Не вот это, а вот это. Вот узор верблюд, он вяжется за перемычки. То есть вот наша косичка, и вот идут наши перемычки. Так, итак, так как это наши угловые петельки, следующий ряд мы вот эти наши 3 петли будем удваивать. То есть в каждой петельке будем провязывать 2. 1, 2. Смотрите, ставим маркер, где у нас начинается ряд. Так, и вяжем дальше за вот эти перемычки. Вяжем дальше, не доходя вот этих наших 3 петелек. Их мы тоже будем удваивать, вязать по 2, 2, 2, 2, то есть вместо 3 у нас будет 6. Вяжем до этого округления, покажу, как дальше делать. Итак, провязали мы, то есть мы провязали вот здесь 2 петельки на углу, вот это наша петля, которая относилась уже к новому ряду, плюс
15 вот этих петелек за перемычку, подошли к нашему углу. Здесь вот эти 3 петли мы тоже будем удваивать. То есть в каждую перемычку мы вяжем по 2 столбика без накида. Так, вяжем опять же до конца этого ряда, оставляя вот 2 вот эти петельки. Мы их тоже будем удваивать. Вяжем за перемычки, не забываем. Узор верблюд вяжется за перемычки. Так, довязали до 2 наших этих перемычек. Здесь мы их удваиваем. То есть за каждую перемычку вяжем 2 столбика без накида. Раз, вот вторая перемычка. 2. Вот связали мы 2 наших рядочка. В принципе, кто желает, можно как бы донышко и таким делать. Сейчас я покажу, для чего мы оставляли этот хвостик наш. Хвостик мы оставляли для того, чтобы сделать нам косичку. Вытягиваем. Вытянули мы этот хвостик и вот так вот делаем косичку соединительными столбиками. В моем случае 70 сантиметров хватает. То есть если вы вяжете такую же сумочку таким же размером, то вам тоже должно хватить этих 70 сантиметров. Вот это для чего делается. Смотрите, чтобы наше донышко было идеальным, без всяких дырочек. В каждую дырочку продеваем, вытягиваем петельку. Так, и сюда вот последняя наша дырочка. Вытягиваем полностью весь хвостик. Смотрите, маленький хвостик, все идеально просчитала. И в ту же дырочку вот так вот, сильно не затягивая, чтобы косичка последняя тоже была красивой. Вот так. Все, хвостик наш спрятали. Прячем хвостики. Вот как-то так. Продеваем, обрезаем. Можно подпаять хвостик, так как у нас это полиэфирный шнур. Можно подпаять зажигалкой. Все, я это сделаю позже. Я здесь обрежу зажигалкой. Смотрите, какое получается донышко. Но у меня донышко будет из 3 рядов. То есть я еще 3-й рядочек свяжу. Вы как хотите, в принципе, можете оставить так же. Подождите, пока я расскажу, как переходить к стенкам. Так, все, опять теперь мы на углу. Так, теперь мы будем из этих 2 петелек делать, провязывать 1 столбик без прибавления, 2 столбик с прибавлением. Будем делать прибавку. Смотрите, за перемычку. Так, здесь у нас не будет прибавки. Отмечаем начало ряда. Здесь в этой перемычке у нас будет 2 столбика без накида. Так, вяжем дальше до вот этих 6, до нашего округления, до 6 столбиков.
Итак, провязали мы 15 столбиков без накида, подошли к нашему закруглению. Так как здесь наше вот это закругление состояло из 1 столбик без накида, 2 прибавки, то здесь мы тоже начинаем вот эти первые 2 столбика, чтобы они были идентичными. Тоже здесь будет сначала 2 прибавки, потом 1 столбик без накида. Так, делаем 2 прибавки, 1 столбик, 2 петли провязали. Аналогично делаем и вот с этими 4 нашими петельками. 2 прибавки, 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик. 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика в одну перемычку, 1 столбик. Так, также аналогично вяжем наших 15 столбиков без накида по этой стороне. Доходим до вот этих 4. Провязали 15 столбиков без накида до нашего закругления. И смотрите, как будем прибавки делать. Если у нас здесь был сначала 1 столбик прибавка, с этой стороны мы тоже сначала делали прибавку, потом 1 столбик, прибавка 1, прибавка 1. Идентично с этой стороны. Раз у нас рядочек начинается с 1 столбика, а дальше идет прибавка. То есть вот эти 2 мы будем делать. 1 столбик прибавка, 1 прибавка. Чтобы по этой стороне у нас было одинаково, так как и по той стороне у нас одинаково. То есть здесь сначала 1 столбик, потом прибавка. Один столбик, прибавка. Все, наше донышко мы вывязали. Все, мне достаточно 3 этих рядочков. То есть у меня такая толщина донышка абсолютно устраивает. Теперь что? Теперь для того, чтобы донышко идеально переходило потом к стенкам, чтобы оно идеально лежало, не было вот таким вот выпуклым, чтобы не было дырочек между переходом. Такой лайфхак. Мы делаем следующий ряд, полностью весь рядочек без каких-либо прибавок мы делаем просто соединительными столбиками. Вот просто не столбики без накида, а просто соединительные столбики. Вот мы пометили первый наш ряд. И пошли дальше весь рядочек за перемычки соединительными столбиками. Поверьте, я пробовала, лежит идеально. То есть никакого перехода от донышка к стенкам не видно, никакого там, никаких дырочек. Я просто смотрю, что я у других вязальщиц вижу, что они все просто донышко вяжут просто галочками в раскол. А дальше, например, у них идет такой же узор верблюд. Ну, как по мне, лучше смотрится, когда у тебя и донышко этим узором, и стенки, то есть, и переход очень красивый, идеальный. Ну, мне нравится. Так, обвязываем все до конца, до нашего маркера, без всяких прибавок, и делаем отпаривание нашего донышка. То есть я это делаю через марлечку утюгом на двойке. Отпарили, тогда продолжим вязать перейдем к нашим стенкам. Все, довязываем до конца, отпариваем и увидимся. Так, смотрите, прошлась я рядочек соединительными столбиками. Получилось у меня всего 48 столбиков. То есть логично проверить себя. Тут по краям мы вязали по 15 и здесь на углу. Учитывая, что сначала у нас было 3, потом 6, потом 9. 9 плюс 9, 18. Все, 30 плюс 18, 48. Отпарили нашу деталь. И теперь переходим к стенкам. Теперь остается самое простое. Здесь уже мы будем делать без каких-либо прибавок. Так, маркер наш. Маркер снимаем и опять же за перемычку. Все, пошли у нас столбики
соединительными столбиками мы делали только один вот этот рядок, рядок перехода. Все, дальше у нас идут столбики без накида. Никаких больше прибавлений я не делаю. Еще в конце, когда я уже довяжу до необходимой мне высоты, я тоже сделаю окантовку соединительными столбиками. Смотрите, здесь они туговато вяжутся именно после соединительного рядочка. Ничего страшного, все равно все провязывается. Все вяжем по кругу, без отрыва нити. Я вяжу крючком номер 4. Хотите, можете взять крючок немножко 3,5, чтобы у вас более плотное было донышко. А, например, стенки вязать тем же 4. Можно так. Ну, как по мне, оно и так получилось довольно-таки плотное. Вяжем до конца этот рядочек. Так, провязали до конца этот рядочек. Смотрите, уже сумочка начинает подниматься вверх. Так, как я говорила, без каких-либо прибавлений. То есть, как было у нас 48 столбиков, так и провязали мы сейчас 48 столбиков без накида. Все, дальнейшее полотно вяжем тоже аналогично. За перемычки только ставим маркер в начале вязания, потому что они рядочки немножко будут вот как-то так сдвигаться в сторону. Маркер ставим и вяжем. Вяжем необходимое полотно в высоту. Вы будете смотреть, как красиво будет формироваться сумочка без каких-либо переходов. Ну, сейчас вяжу еще второй ряд, покажу вам. Вяжем самостоятельно второй ряд, 48 столбиков без накида. Так, итак, здесь у меня 3 ряда нашего бортика. Вот здесь видно, что это соединительная косичка. 3 ряда бортика и вот донышко. Ну, оно все идеально переходит. Итак, все, не забываем, просто вяжем по кругу, ставим маркер в начале ряда, вывязали необходимую вам высоту и встретимся, я покажу, как делать последний рядочек и как прикреплять клапан. Итак, связалась у меня необходимая высота для моей сумочки. У меня это получается 17 сантиметров. Вот, остановилась я до маркера. Сейчас будем вязать последний наш ряд. То есть последний наш ряд, так же как и переходящий от донышка к стенкам, будет просто соединительными столбиками. Снимаем маркер и за перемычки просто соединительными петельками. Поставили маркер здесь, отметили начало ряда. И вяжем по кругу один рядочек, как завершающий. Дает сумочке такой, можно сказать, законченный вид. Так, итак, вяжем сами по кругу, довязываем до маркера. Покажу, как закрыть, сделать последнюю петельку. Провязали мы предпоследнюю петлю. Так, смотрите, остается вот эта петелька, вот это наша первая петля. Обрезаем нашу ниточку. Так, обрезали. Вытягиваем хвостик. Вытянули.
И вот так вот ее протягиваем, делаем петельку. Обратно сюда. Вот наша сумочка готова. Спрячем хвостик и будем пришивать наш клапан. Так, прячем сначала хвостик. Итак, будем пришивать наш клапан. Так, складываем на половинку нашу сумочку. С той стороны, где у нас была последняя петелька, это у нас и будет она тыльная сторона. Сюда мы будем пришивать клапан. Приложили вот так вот его ровненько. Ну, здесь каких-то 2 рядочка оставьте, чтобы оно вот так пришилось красиво, перегиб был ровный. У меня уже, вот я крючок вставила. Крючок берем поменьше. Там у меня была 4, здесь 3,5. Так, вытянули, оставили вот такой вот хвостик. Этого достаточно, чтобы сделать последнюю петельку. И соединительной косичкой вперед вяжем. Вытягиваем, делаем косичку. Смотрите, чтобы косичка не была тугой, чтобы не было видно стянутости на нашем клапане. Вытянули немножко петлю, провязали. Вытянули, провязали. Вот такой соединительной косичкой идем сами до конца ряда. Покажу, как последнюю петельку закрывать и что с первой делать. Провязали нашу косичку. Проверяем, чтобы у нас с обеих сторон были ровные края. Примеряем клапан. Так, все, меня все устраивает. Отрезаем наш шнур. Будем делать завершающую петлю. И вначале сделаем петельку. Так, вытягиваем эту петельку. Вот она. Вот здесь делаем последнюю петельку. Так. Вытянули шнур на изнаночную сторону. Так, потом где-нибудь рядышком вытягиваем его обратно. И протягиваем сюда. Так. Протягиваем вот сюда. Вот. Здесь получилась петелька. Теперь в начале сделаем петлю. Так, берем наш крючок вот сюда, вытягиваем наш хвостик и делаем имитацию косички, такую вот петельку, и обратно ее туда наизнанку через то же отверстие. Ой. Все, хвостики наши попрячем. Вот как на клапане это смотрится. Так, хвостики спрячем, пришьем, что у нас вот эти полукольца.
Если у вас колечки, просто берем, одеваем сюда колечки. И кнопочку пришью, тогда покажу, как все будет выглядеть. Вот такая сумочка у меня получилась. Я пришила всю фурнитуру. Пришита кнопочка, пришиты боковушки. Вот она у меня на цепочке. Только еще один нюанс. Клапан я перешила еще на один уровень ниже. Вот, можно сказать, сверху. Раз, два, три, четыре. В четвертой косичке он у меня пришит. Мне так больше понравилось, так удобнее. Ну вот и все. Получилась такая красотка лавандовая. Очень красиво, очень подойдет на весну, на лето сумочка. Удобная, практичная, красивая. Если вам понравилось мое видео, мой урок, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал.